Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня мы хотим снять для вас необычное видео. Во-первых, у нас есть гость в сегодняшнем ролике. И очень часто вы у нас с Димой спрашивали о проблемах со спиной, то есть сколиозы, различные болезни, как заниматься при таких заболеваниях, как лучше себя предостеречь, чтобы у вас не было таких проблем. И, в общем, сегодня на ваши вопросы, которые вы задавали мне в Инстаграме, вам ответит специалист в этой области. Я не буду никаких советов вам давать, потому что я не врач ни в коем случае, и мы сегодня обсудим некоторые проблемы, которые вас волнуют. Так что давайте начнем, да? Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь мануальным терапевтом и готов ответить на все ваши вопросы. Ну что ж, вопросов на самом деле очень и очень много вы задавали. Я постаралась как-то объединить их в одну какую-то определенную тему. И самые такие популярные, самые часто задаваемые вопросы мы сегодня и затронем. Итак, первый вопрос. На чем лучше спать? Твердая или в меру мягкая подушка или валик? Вот все-таки, на чем же лучше спать? Потому что я, к примеру, люблю очень мягкую кровать. Что касается сна, то для этого лучше выбирать в меру твердую поверхность. На жесткой поверхности происходит сдавливание мягких тканей. Но также, если вы выбираете сон на мягкой поверхности, то происходит деформация позвоночника, что также не есть хорошо. А что касается вот подушек, допустим, есть такие люди, которые выстраивают себе гору подушек и так спят на них. Вот все-таки лучше как? Или валик, например, да, вот сюда. Дело в том, что основная задача во время сна это поддерживать физиологически ровную спину. Поэтому и все зависит от положения, в котором вы засыпаете. Предположим, если вы засыпаете на спине, то желательно, неважно подушка или валик, но важно то, чтобы она была не толще 15 сантиметров. Также, если вы, например, засыпаете на боку, то шейный отдел позвоночника должен быть на одном уровне с грудным отделом. Дело в том, что так называемый ортопедический матрас, когда вы сначала ложитесь на него, да, вам кажется, что это приятно, классно, он поддерживает форму вашего тела, но в процессе сна мы постоянно меняем положение. И за счет того, что все-таки он более мягкий, этот ортопедический матрас, он может, наоборот, перерастягивать мышцы во время сна. Следовательно, это не самый лучший вариант. Ну, в общем, такой итог, наверное, что лучше всего подбирать под себя индивидуально и смотреть по своим ощущениям, да, например, месяц поспал так, потом так, да, и конечно. Смотрите по улучшению, возможно, вам станет лучше, а возможно, станет хуже. Здесь все-таки индивидуальный вопрос. Следующий вопрос. Протрузии. Возможно ли вылечить упражнениями и какими? Вообще, что это такое, протрузия? Да, возможно. Протрузия – это одна из стадий грыжевого процесса, при котором фиброзное кольцо не разорвано и пульпозное ядро еще не вышло в пространство, межпозвоночное пространство. То есть это начальная стадия грыжи? Да, это начальная стадия грыжи. Следовательно, да, ее можно вылечить. Процесс это достаточно долгосрочный, от полугода. И к этому вопросу должен быть систематический подход. Да. Основной упор нужно делать на вытяжение позвоночника и на укрепление паравертебральных мышц, чтобы сами мышцы поддерживали позвоночник в прямом состоянии и не допускали сдавливания межпозвоночного диска. Следовательно, если говорить об упражнениях, они должны исключать нагрузки на позвоночник и должны исключать скручивание и вибрационные движения в том отделе позвоночника.
Так что, если что, ты рекомендуешь исключать нагрузки именно с дополнительным весом, да? Допустим, Да, с да, да, гантелями, да, 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 да. легенькие такие, вот в стиле, может быть, пилатес, йоги, вот Да, что-то но, растягивающее, да. опять же, тут еще есть нюанс. Желательно, чтобы позвоночник находился в прямом положении, то есть не допускать сгибов в Понятно. разные стороны, скручивания. А вот еще такой вопрос. Допустим, вот человек решил пойти все-таки на массаж к мануальному терапевту. Как часто нужно совершать такие сеансы для достижения эффекта и вообще как часто это нужно делать? Существуют как бы мануальные манипуляции и массаж. И как бы на мой взгляд, это ну, такого плана воздействия нужно делать в комплексе. Если человек, скажем так, проходит э, одновременно и массаж, и снятие функциональных блоков, и мануальные манипуляции, и проходит он ориентировочно где-то 10 сеансов в профилактическом плане, то ему должно хватать ориентировочно на полгода. То есть, в принципе, при нормальной ситуации, если нет каких-то серьезных моментов, да, то это ориентировочно раз в полгода. А вот как часто, допустим, раз в неделю, 2 раза в неделю? По моему опыту, должно быть систематическое воздействие. Если говорить о массажах, то массажи должны идти каждый день курсом в течение 10 дней. Да, а если говорить о манипуляциях, то они должны проходить не чаще, чем раз в 2 дня. Поэтому ну, с другой стороны, это тоже нужно смотреть индивидуально на пациента. Но и ведь тоже стиль массажа, даже мануального массажа, может быть совершенно разным. Возможно, кому-то хватит одного раза, ну там, допустим, 2 раз, 3 раз, а возможно, человек попадется такой, что 1 раз сделает. Да, конечно, это все нужно смотреть индивидуально, и, ну, к сожалению, с одного раза ничего не бывает, но если говорить да, кому-то действительно может хватить и 5 сеансов, может быть человек. бесспорно, бесспорно, и 5 сеансов кому-то может нужно гораздо больше. Следующий вопрос идет индивидуально от одной девчонки. Итак, как облегчить шейный остеохондроз? Я так понимаю, что это не совсем реально вылечить, но хотя бы что делать, чтобы не было боли, потому что мне часто зашибляет шею, из-за этого ужасные головные боли. Может ли зависеть головные боли от проблем с позвоночником и шеей? Да, конечно, это идет прямая зависимость. Нужно решать таким образом. Сначала нужно провести мануальную коррекцию шейного отдела, а затем через определенное время, если говорить о остеохондрозе, так называемом, то есть это комплекс дегенеративных процессов, которые происходят в тканях. Впоследствии нужно, после того, как мы уже произвели коррекцию, нужно упражнениями привести в тонус мышцы шейного отдела и то есть, максимально убрать застойные явления оттуда. То есть максимально как бы увеличить приток крови с помощью упражнений приток крови к шейному отделу. Таким образом ткани восстанавливаются и как бы, процессы, если не убираются, то во всяком случае очень замедляются. Да, мне кажется, в таком случае многие по незнанию того, что это действительно может зависеть от шеи, от проблемы шеи, многие, наверное, глотают таблетки от головных болей. Да, и это да. просто бессмысленная трата денег, времени и вашего здоровья. И никто не догадывается, что может быть проблема в вашей спине, в вашем позвоночнике. Поэтому это очень опасно, мне кажется. И тут действительно нужно проходить какие-то обследования в таком случае. Еще как бы такое маленькое замечание. Если у вас в принципе появились, как бы вы чувствуете дискомфорт, боли в позвоночнике, то желательно либо собственными методами, либо с помощью специалиста решать эту проблему как можно быстрее. Почему? Потому что чем быстрее вы решите эту проблему, да, тем быстрее будет результат, и тем дольше у вас будет нормальное здоровое функционирование
организма. Так, ну у нас следующий вопросик. Сколько продлится эффект от курса процедур? Какая вероятность того, что все станет обратно? У многих такой вопрос, конечно же, возникает. Да, Что дело в ты том, что, опять же, этот вопрос сугубо индивидуален, ориентировочный. Если происходит комплексный подход к этим вопросам, то эффект длится приблизительно полгода. Но опять же, мне кажется, что если просто постоянно не следить за собой, не заниматься спортом в какой-то степени, это тоже очень важно, то, естественно, эффект может укоротиться. Да, конечно, конечно. На самом деле влияет очень много факторов, и питание, и потребление жидкости, и, естественно, физическая активность. Это очень важные, ключевые факторы в здоровье позвоночника. Поэтому тут... А вот по поводу питания ты сказал, а что вот самое главное такое, что нужно, на что нужно обратить внимание, чтобы поддержать здоровье своего позвоночника? Вот что бы ты посоветовал? Ой, тут очень много факторов, начиная от витаминов и заканчивая потреблением того же коллагена, кальция, фосфора для здоровья костной ткани. Наверняка жиры очень важны, да? Да, Для смазки суставов, да, особенно те, кто да. занимается. Да. И жидкости, да, побольше. Да, должно да, быть, жидкости. Дело в том, что если говорить о хрящевой ткани, то жидкость является необходимой вещью для эластичности сустава хряща. И поэтому недостаточное потребление жидкости тоже приводит к дегенеративным процессам в хрящевой ткани. Так, у нас следующий вопрос. И он, скорее всего, будет касаться меня, потому что у меня тоже такие проблемы, я так думаю, бывают. В общем, хрустит спина и плечи при каждом повороте корпуса. Уже как год, не знаю, что и делать. Вот девчонка говорит спина и плечи при каждом повороте, а вот у меня еще есть такая вот тема, я всегда, каждый вечер ложусь на кровать перед сном, вот поворачиваю так корпус, и мне нравится, я от этого кайф получаю, вот у меня хруст какой-то. И вот на каждую сторону так сделаю, и все. Потом у меня после этого ничего не хрустит, но после того, как я регулярно, допустим, занимаюсь спортом, у меня таких хрустов нет. В общем, является ли это проблемой и это опасно? Может быть? Дело в том, что если в твоем случае, это ты просто снимаешь самостоятельно снимаешь функциональные блоки в позвоночнике. Если же хруст происходит систематически при каждом повороте, вот, например, вы сделали поворот, как бы услышали хруст, потом опять же сразу же вы в эту же сторону делаете поворот и вы слышите опять хруст, то здесь уже нужно более детально обследоваться, сделать магнитно-резонансную томограмму, чтобы исключить серьезные патологии в суставах. То же самое касается плечей, да? Да. Если это происходит постоянно, то, естественно, Да, даже если вот каждый раз вот ты хрустишь, да, то это уже действительно проблема. А если вот перед сном немножко прохрустишь, и оно облегчение, вот действительно, то это, да, какой-то блок целый день если единоразово вы делаете какое-либо движение, у вас происходит хруст, и впоследствии увеличивается объем движения, и в эту же сторону этого хруста не происходит, то да. Ну, в принципе, понятно, я уже испугалась. Следующий вопросик от подписчицы. Вопрос о грыже поясничного отдела. Как поддержать грыжу в постоянном состоянии, чтобы избежать ее роста? Стоит ли делать операцию? Если да, то в каких размерах она должна быть минимальна для того, чтобы сделать операцию? Дело в том, что вообще, если говорить о оперативном вмешательстве, то это достаточно большие риски. Поэтому по возможности нужно всячески избегать оперативного вмешательства. Если говорить о размерах грыжи и показания для оперативного вмешательства, то основные области, где они возникают, это шейный отдел и поясничный. И в шейном отделе для оперативного вмешательства показания это 6-7 миллиметров, а в поясничном 9-12. Но тут очень важно
отслеживать симптоматику, есть ли симптоматика сдавливания спинного мозга. Э, То есть, потому что основная проблема, если сдавливается спинной мозг, то достаточно быстро происходит отмирание нервных тканей, поэтому могут быть очень серьезные последствия. Да, так что вообще в любой ситуации, мне кажется, отстранять вот эти оперативные вмешательства, потому что это очень опасно. По возможности, да. И, если говорить, как поддерживать грыжу в более или менее нормальном состоянии, максимально исключить сдавливание сегментом там, где есть грыжа, и исключить вибрационные воздействия, а укреплять мышечный корсет. Все равно, вот даже если как поддерживать эту грыжу, то многие врачи, скорее всего, будут советовать не заниматься спортом, да? Все-таки у них такая вот стратегия. Дело в том, что заниматься спортом можно, но очень аккуратно, и опять же, основные моменты — это исключить нагрузку вертикальную на межпозвоночный диск и исключить вибрации и исключить скручивание этого сегмента позвоночника. Но если, И допустим, всячески изгибание вот такого плана. Поэтому... Но, допустим, вот у вас позвоночник, да, и мышцы, если они слабые, то позвонки будут постоянно вылетать, как бы вы не вправляли их обратно. Да. Поэтому мышцы должны быть в постоянном тонусе. Да. Это очень важный момент, конечно. Поэтому, если, допустим, эти моменты нужно исключить, скручивание, вибрации и так далее, то какие-то силовые упражнения на спину все-таки можно, наверное, делать. Да. Таким образом просто поддерживать свои мышцы в тонусе, чтобы они поддерживали ваш мышечный корсет и ваши позвонки в одном и том же положении. Да. Так что все понятно. Следующий вопросик, очень актуальный для девушек. Как можно восстановить спину после беременности? К сожалению, я не могу давать советы по этому поводу, но врач, который наверняка сталкивался, да, с девушками, которые после беременности. К сожалению, это очень частая проблема и, скажем так, практически встречается у всех, потому что во время беременности очень сильно идет нагрузка на позвоночник, и идет, скажем так, формируется определенное привычное положение в спине. Как восстанавливать? Восстанавливать после беременности — это массаж, это та же, как говорится, мануальная терапия, если говорить о снятии функциональных блоков. В основном это курсы массажа. В общем, особенностей каких-то, наверное, нет. Нет, между это обычным человеком и после беременности, да? Да. Та же система, наверняка. Да, опять же, есть, скажем так, индивидуальные моменты, если рассматривать, например, кесарево, это тут должен быть и как бы спинальная или или эпидуральная анестезия, там есть определенные нюансы. А в принципе это как бы стандартный. Да. Но мне кажется, когда девушка, допустим, уже беременная, то как-то пренебрежительно относиться к своей спине тоже нельзя. И лучше заранее к этому подготавливаться, даже до беременности укреплять свою спину для того, чтобы потом выносить этот плод, да, потому что это все-таки тяжесть такая. И во время беременности, наверное, бассейн наверняка, различные массажи тоже можно. Да, конечно. Просто будет легче потом, быстрее и легче восстановиться, если все заранее подготовить. Да, во время беременности идут полностью перестройка организма, идут гормональные перестроения, вплоть до идет расширение тазовых костей. И если говорить о массаже, то тут тоже нужно подходить очень аккуратно и индивидуально, чтобы не навредить. Конечно, да. Вообще, мне кажется, профессия мануального терапевта и человека, который, вот настолько близко, вот на грани, да, такой ситуации, когда ты поможешь или навредишь, это очень опасная профессия. Вот, на самом деле сложно, да? Да, и поэтому всегда нужно подходить индивидуально и очень аккуратно.
То есть Сколько это бывает таких моментов, которые вот придерживаться такой вот методики, ломания, хрусты какие-то, это, мне кажется, самое ужасное. И от таких людей нужно бежать дело в просто. том, что, опять же, конечно, желательно решать любые вопросы мягко, аккуратно. Мгм. Ну а вообще, вот как определить человеку, который пришел на сеанс первый раз к мануальному терапевту, что он действительно хороший мастер, что он ни в коем случае ему не навредит? Каждый хороший мануальный терапевт, скажем так, в принципе, сразу видит проблему Мгм. и сразу видит пути ее решения. И он может дать прогноз. То есть, предположим, этот вопрос мы решим там за 10 сеансов или за 5. Второй момент. Хороший мануальный терапевт делает аккуратно. Ну да. И это очень важный как бы момент. Эти вещи приходят с опытом. Поэтому тут Да. э, А вот так как мы сейчас находимся в Таиланде все-таки, и здесь просто страна массажа на каждом шагу, вот как ты сам относишься к тайскому массажу? На самом деле это полезно или это все-таки больше для расслабления? И опасно ли идти людям, у которых проблема с позвоночником, к таким массажисткам все-таки? дело в том, что сам по себе тайский массаж это замечательная техника, и она действительно дает глубокое расслабление и при манипуляциях снимает функциональные блоки. Но тут очень важно, все зависит от специалиста, который выполняет эти моменты. В идеале результат тайского массажа это человек вот полностью расслаблен, как бы, там, руки как плети. То есть достигается эффект максимального расслабления. И после этого уже очень легко снимаются функциональные блоки в позвоночнике. А если говорить о воздействиях, то воздействие не должно приносить боли. Это очень важный момент. Почему? Потому что при сильном болевом воздействии, наоборот, мышцы спазмируются, тело напрягается и не происходит расслабление. А это один из ключевых моментов техники тайского массажа. Да и мне вообще кажется, если у человека есть мысль о том, что у него какие-то проблемы со спиной, там, шеей, допустим, и он идет к иностранцам, с которыми он не сможет объясниться, что у меня, допустим, здесь проблема, будьте осторожны. Очень опасно, да, когда человек с какой-то непонятной техникой может что-то не так сделать. Я не знаю, были ли такие случаи, может, у кого-то из ваших знакомых такое было, но здесь, мне кажется, быть нужно очень осторожным, потому что ты не можешь объяснить, что ты хочешь и чего ты боишься. Ну, на самом деле, как бы, опять же, все зависит от специалиста. Хороший специалист, он, в принципе, может, как бы, он сразу видит все моменты, и он, как бы, слова особо не нужны. Но, конечно, когда вы общаетесь и можете рассказать о своих проблемах, это для врача это очень важная информация. Следующий вопрос у нас по поводу пресса. При работе над прессом начинает болеть спина. Это от нагрузок. Упражнения вроде делаю правильно, да и со временем спина начала выдерживать больше, но все же дает о себе знать. С чем это связано и как с этим справиться? Тут очень важно понимать, какие упражнения человек делает и Как на какие, правильно, на, самое ка- главное. на какие мышцы идет нагрузка, при каких движениях начинает болеть. Это как бы все очень важная информация, и на основании ее уже можно делать какие-то выводы. Если вы хотите уж точно знать, что у вас в позвоночнике, сделайте магнитный МРТ, резонансную томограмму, и как бы выясните все четко, потому что, к сожалению, нужна чуть-чуть более подробная информация, чтобы делать какие-то выводы. Да.
Но изначально, если вы не уверены в том, как именно правильно вы выполняете упражнения, то, мне кажется, для начала лучше проверить свою технику. И даже если вы придерживаетесь правильной техники под присмотром, допустим, тренера опытного, и все равно у вас присутствуют какие-то боли, то действительно, возможно быть, у вас есть проблемы со спиной. Следующий вопросик. Как вообще можно узнать, есть ли грыжа или есть ли какое-то заболевание в шейном отделе, кроме, там, допустим, болевых ощущений? Как узнать грыжа? Дело в том, что окончательно точно можно узнать это только с помощью магнитно-резонансной томограммы. Она дает полное представление о том, что происходит внутри, как бы, и то есть есть определенные, скажем так, симптомы, но эти симптомы можно легко спутать с другими моментами. Поэтому окончательное понимание, что там происходит, может дать только магнитно-резонансная томограмма. Примерные симптомы, кроме там болевых ощущений? Что Возможно, боли, как бы прострелы, онемение, парестезии в конечностях. Может быть, мушки, да, вот перед глазами? Да, что-то такое? могут быть, да, если говорить о шейном отделе, да, затуманенный взгляд, Может головные, ли быть какие-то такие провалы в памяти? головные да, боли. Но Просто я помню по Диме. если происходит уже провалы в памяти, то это как бы это очень это Просто- серьезные моменты. Нужно Я- сразу обращаться к специалисту. Я просто хочу сказать по поводу Димы, как он понял, что у него грыжа появилась. У него, во-первых, ночью немели пальцы рук, может быть, иногда ног, вот эти постоянные мушки. Вы знаете, когда смотрите на какой-то свет, тут какие-то как будто мушки летают. Были немножко такие, ну, я бы не сказала провалы в памяти, ну, может, это из-за невнимательности просто. Но, в общем, и, конечно же, боли. Но все тоже нужно, вот если вы точно хотите удостовериться, грыжа это или нет, проще всего, да, сделать исследование. Да, это Посмотреть магнитно-резонансная по картиночке, томограмма, да. Ну что, у нас сегодня последний вопрос, и чтобы не мучить Евгения, мы его отпустим. И последний вопросик будет от подростков, потому что это большинство моих зрителей, и даже у подростков, поверьте, бывают огромные проблемы со спиной. Мне кажется, это боль нашего как поколения, когда все сидят за компьютерами, это просто ужас. Мы как-то с Димой ходили в больницу, и там сидели 12-летние девчонки с сколиозами и с ужасными болезнями, которых нет, наверное, у пенсионеров. Поэтому для начала давайте, наверное, спросим, как избавиться от сутулости. Самый такой банальный вопрос, да, самый часто задаваемый именно от подростков. Что нужно делать? Дело в том, что в первую очередь, чтобы избавиться от сутулости, нужно захотеть от нее избавиться. Это очень важный момент. Почему? Потому что для этого нужно за собой последить. Самоконтроль. А последить нужно ориентировочно месяц. Причем, что для этого нужно делать? Если вы действительно настроились избавиться от сутулости, вы можете подойти к зеркалу, посмотреть, чтобы спина ваша была ровная, чтобы как сбоку, так и с передней стороны ваши плечи были на одном уровне. Расслабиться и запомнить мышечные напряжения, которые в данный момент вы чувствуете в спине. Вы запомнили это положение, а потом вам в этом положении нужно пройтись и также запомнить, какие ощущения вы испытываете в спине. И впоследствии следить за тем, чтобы у вас сохранялись эти ощущения при обычной жизни, да. Поначалу это будет достаточно проблематично, вы будете постоянно забывать, и плюс у вас начнет достаточно сильно болеть спина. Но если вы этот период немножко перетерпите и месяц будете действительно исполнять, следить за собой и следить за своей осанкой, то вам впоследствии просто будет неудобно уже потом возвращаться в положение
сутулости, сгорбленности. Ну, это на самом деле, это, наверное, самое сложное, что только может быть, самоконтроль и вот постоянное чувство того, что тебе нужно выпрямиться. И вот Да. когда сидишь за компьютером, конечно, хочется развалиться там, так как просто лениво клацать мышку. И вообще еще есть такой момент, я помню, меня в детстве учили ходить с книжкой, да, у стенки стоять. Ну, это может не совсем верно. Дело в том, что там предлагают, например, и одевать корсеты, Ага. но, к сожалению, это крайне неэффективно. Почему? Потому что когда вы одеваете корсет, вы расслабляете мышцы. Мгм. И да, вы поддерживаете спину в этот момент ровно, но мышцы не тренируются. А когда вы снимаете, Конечно, они да. возвращаются в те же Да, то же самое. в то же самое положение. Поэтому на самом деле самый главный момент это вот найти мотивацию для того, чтобы Да, это да. сделать. Для подростков это, конечно, очень сложно, но поверьте, если у вас в таком Но оно того возрасте, стоит. да, если в таком возрасте есть такие проблемы, просто подумайте о том, что будет дальше, что будут еще хуже проблемы, и вот тогда пойдут реальные деньги на лечение, тогда и мама будет ругать, в общем, тогда реально будет очень плохо. Да. Так что, ребят, в принципе, на сегодня, я думаю, все. Я надеюсь, мы надеемся, что мы ответили на ваши самые часто задаваемые вопросы. Как вы поняли, все очень индивидуально. И вообще вопрос здоровья – это очень индивидуальная штука. И здесь все-таки больше всего зависит от вас. Чем раньше вы сделаете какую-то профилактику, чем раньше вы поймете, что у вас какая-то проблема есть, тем меньше будет период восстановления, и тем быстрее вы вылечитесь и будете здоровым, счастливым человеком. Ну что ж, на сегодня все. Мы с вами прощаемся. И, кстати говоря, если у вас есть вопросы по поводу коленных суставов, вот, боли, щелчков и вообще суставов каких-то, которые вас, может быть, немножко беспокоят во время тренировки или вообще просто в течение дня, то обязательно задавайте вопросы в комментариях под этим видео. И наверняка мы еще с Евгением встретимся и ответим на все ваши вопросы. Да? Да, Так конечно. что большое вам спасибо. Поддержите Евгения лайком, он очень стеснительный. Увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Всем удачи, пока-пока.